Знаете, я сейчас живу на участке с довольно сложным рельефом, ну косогор фактически. И снимать видео там очень неудобно. Поэтому для меня гораздо проще подняться в гору, найти открытое ровное место и здесь это самое видео снять. Вот оно, одно из любимых мною мест. Оно открытое, более-менее ровное, со всех сторон окружено горами. Очень живописно и самое главное, тихо, нет шума городского и фактически не бывает людей. На самом деле это сельскохозяйственное угодье. Это местные фермеры здесь выращивают пастбища для лошадей и большую часть засевают кукурузой. Ее уже убрали. Но каждый раз, проходя мимо этих полей с кукурузой, видя эти початки, все время хотелось сорвать несколько початков себе, сварить, покушать. Но если мы хотим быть все частью Европы, делать этого не стоит. Чужое все-таки это чужое. Ну что ж, хватит романтики, давайте перейдем к делу. А дело, собственно, состоит в чем? Конец сентября. Сейчас на рынке будут появляться саженцы. Либо вы их сами в течение этого сезона прошедшего вырастили. И возникает один и тот же вопрос каждый год. Когда лучше их высаживать? Осенью или весной? Сразу хочу сказать, однозначного ответа на этот вопрос нет. Почему? Да потому что садоводство, в принципе, это такая отрасль, где однозначных ответов быть и не может. У каждого садовода свой участок, свои особенности, свой климат, свои растения, в конце концов. И вот куча вот этих всяких мелких нюансов позволяет говорить о том, что у каждого это будет разное время, осень или весна. И все же, давайте подойдем к этому вопросу логически, как я люблю. Я вам сейчас приведу аргументы, почему я считаю, что лучше растения высаживать осенью. Почему я люблю именно осенью высаживать. Этих аргументов у меня 5 или 4. Или все-таки 5. Ну ладно, сейчас вместе посчитаем. Итак, аргумент первый – это влага. Вот когда мы сажаем саженец осенью, он влагу получает по максимуму. Это и осенние дожди, это и зимние снега, которые при оттепелях регулярно тают и увлажняют почву. Ну и, конечно, весенние дожди, и опять же тот же самый тающий снег. То есть фактически получается, что посадив саженец, мы его поливаем при посадке, а все остальное берет на себя природа. Но я не беру, конечно, каких-то экстремальных погодных условий. Если же мы сажаем саженец весной, мы его сажаем, а буквально там, в условиях Запорожья, я точно знаю, через месяц уже в мае начинается засуха. Да, конечно, в умелых руках, у умелого садовода саженец приживется, он будет за ним регулярно ухаживать, поливать. Но если его оставить без присмотра на короткое время, то этот саженец, фактически посаженный весной, может очень быстро попасть в эту засуху и засохнуть. Второй важный момент – развитие корней. Я уже когда-то говорил в своих видео и не один раз, что корни любят развиваться в холодной почве. Когда почва горячая, они не развиваются. Оптимальный диапазон температур, в которой развиваются корни, это от плюс 4 где-то до плюс 15 градусов. Температура почвы именно, не воздуха. И вот осенью, когда вы сажаете растение в почву, которое как раз имеет вот такую оптимальную температуру, саженец фактически сразу начинает наращивать эти самые корешки. То есть, с одной стороны, вам его не надо больше поливать после посадки, а с другой стороны, он начинает активно развиваться и приживаться. Что происходит весной? Весной вы сажаете саженец, почва начинает уже быстро прогреваться. У нас, например, в Запорожье весна наступает очень быстро, солнце начинает припекать, почва быстро прогревается. И саженец, у него очень мало времени для того, чтобы начать наращивать корешки. Третий важный момент. Саженцы, посаженные осенью, весной сразу начинают расти, потому что они за осень прижились уже. А те, которые мы посадим весной, они только весной начнут приживаться, и то, как я сказал, с трудом, потому что начнется засуха. Четвертый момент – болезни и вредители. Ведь, как правило, болезни и вредители осенью с наступлением холодов замирают. После опрыскиваний, без опрыскиваний, тем не менее, они замирают, они впадают в спячку где-то, в состояние покоя. И саженец наш никоим образом от них осенью не страдает. В отличие от весенней посадки. Весной саженец, посаженный, начинает просыпаться, и вместе с ним начинают просыпаться болезни и вредители. И фактически сразу атакуют его. Вот тот самый молодой, с обрубленными корнями, не прижившийся еще как следует саженец, сразу атакуют болезни и вредители. Осенняя посадка лучше. Ну и, наконец, пятый момент. Вспомнил, 5 все-таки. Дело в том, что зимовка саженцев в питомнике где-то или в садовом центре – это довольно затратное мероприятие. Поэтому эти самые питомники, садовые центры стремятся в конце сезона от саженцев избавиться. Они их распродают, зачастую с более низкой ценой, чем если бы они их продавали весной.
Поэтому цена на рынке может быть ниже. Вот пятый фактор, почему осенью сажать лучше. Но вот я вспомнил про зимовку, да? И возникает резонный вопрос. А если я сажаю растение осенью, а зимой будут сильные морозы? Ведь оно может вымерзнуть. Совершенно верно. Поэтому я и говорил вначале, что однозначного ответа нет. Если вы сажаете растения, которые обычны в вашем регионе, тем более районированные сорта какие-то, предназначенные для вашего региона, смело можете сажать их осенью. Если же вы сажаете растения теплолюбивые, то, наверное, стоит посадку перенести на весну, либо же позаботиться об их нормальной зимовке. Ну, собственно говоря, сделать какое-то укрытие. Отдельно, совершенно отдельной строкой хочу сказать о том, что сейчас на рынке начнут появляться саженцы плодовых деревьев с открытой корневой системой. Хочу вам напомнить, я когда-то снимал видео, в котором объяснял, почему не стоит спешить с покупкой таких саженцев. Я не буду сейчас на этом останавливаться. Я оставлю все полезные ссылки в описании. Кому нужно, зайдете, посмотрите. Там я объяснил причины, почему не стоит покупать слишком рано саженцы плодовых деревьев с открытой корневой системой. Ну вот, собственно говоря, 5 причин я перечислил, на мой взгляд, важных, почему осенью лучше сажать. Ну а сейчас, наверное, все-таки давайте спустимся с гор домой, и я покажу вам конкретные примеры, конкретные растения, которые я вырастил в этом сезоне, и попытаюсь объяснить, когда я их буду сажать и почему. Что же это за растения такие, которые я тут вырастил и наукоренял? Ну давайте по порядку. Вот укорененные веточки, черенки бересклет форчуна. Совершенно неприхотливое растение, которое смело в этом климате можно высаживать осенью в открытый грунт. Что это за климат такой? Ну, мне он чем-то напомнил наш украинский южный берег Крыма. Морозы, если и бывают, то очень небольшие. Если и бывают, то буквально на 1-2 дня. То есть не морозы, а так себе. Поэтому такое растение, как бересклет форчуна, совершенно смело можно высаживать в открытый грунт. Точно так же вот это растение. Но здесь оно фактически растет как сорняк. Это Будлея Давида. Ее здесь много. Она действительно даже на железнодорожных путях растет. Ну, я не знаю, тоже так чисто для эксперимента укоренил черенок. Это красивая, вот она даже цвела, красивая трехцветная Будлея Давида. Буду искать, куда ее посадить. Ее смело можно осенью высаживать в открытый грунт. В этом климате точно она нормально переживет зиму. Ну, вот с этим растением сложнее. Наверное, вы узнали, это гинго билоба. Зачем вырастил, не знаю. Сейчас объясню. Осенью собрал семена, в конце зимы их посеял и получил в результате где-то десяток саженцев. Дело в том, что здесь на участке лес. Садить еще одно дерево, причем которое будет большим, я здесь не хочу. Поэтому надо будет решить такую проблему. Либо кому-то эти саженцы отдать, подарить, либо где-то их высадить, найти территорию, где их можно высадить, либо появилась идея сделать из них бонсаи. Растения в небольших горшочках. Из гинго билоба отличные бонсаи получаются. Вот растение. Это растение южное. Это называется мушмула японская. Ее, в принципе, лучше, наверное, оставить на весну. Все-таки оно теплолюбивое растение. Хотя, вот такую зиму, как была здесь, когда температура опустилась там до минус 7 градусов на 1-2 дня, в принципе, оно переживет, я уверен. Даже вот такой маленький саженец. Но все-таки я оставлю их на весну. Вот это растение я хочу посадить на участке. Это деревце не очень большое, вечно зеленое, которое дает вкусные плоды. Сочные, терпковатые, такие сладкие. Единственное, не знаю, даст ли оно плоды здесь. Почему? Потому что цветет оно зимой, такова его особенность. Но при этом цветение и завясь, она очень чувствительна к заморозкам даже. Не то, что к морозам, а к заморозкам. Переживет ли она нынешний вот климат, такой, как сейчас здесь, когда температура все-таки зимой иногда опускается в минус? Не знаю, буду экспериментировать. У меня их несколько, но, повторюсь, я их высажу весной. Вот у меня несколько саженцев. Это дерен. Укоренял от водки. То есть отгибал веточку к земле, прижимал камнем, и она за сезон давала корни. Потом я эти веточки отрезал от куста, пересадил в контейнеры. Контейнер уже, видите, расставил на нужные места. На днях буду их высаживать прямо в открытый грунт. Ну, уже это растение точно переживет эти зимы. Но, наверное, самое ценное, что у меня есть в этом сезоне, это вот эти саженцы. Надеюсь, что саженцы, еще не уверен. Это араукария чилийская. Помните, когда-то я весной
снимал про нее видео. Рассказывал, что она может, в принципе, размножаться черенками. Мне повезло, я раздобыл черенки. И вот попытался их укоренить. Вот здесь в тенечке вот эти черенки полгода простояли. Кстати, обратите внимание, не крышкой они были закрыты, а вот таким плоским камушком. То есть небольшие щелочки там были. Я ее вообще не трогал, периодически поливал. Не открывал, не проветривал. Так она полгода и простояла. Что мы видим? Мне кажется, результат есть. Но, наверное, об этом стоит снять отдельное видео. Так что наберитесь терпения. Итак, подведем итог всему тому, что я вам сегодня говорил. Когда вы решаете вопрос осенью или весной высаживать саженец у себя на участке, проанализируйте 3 фактора. Фактор первый – климат вашего региона. Насколько велика вероятность, что зимой будут сильные морозы. Второе – обязательно изучите вид растения и сорт того растения. Ну, попросту говоря, если вы собираетесь высаживать какую-то теплолюбивую культуру, а у вас могут быть сильные морозы, наверное, посадку лучше отложить на весну. Если же вы высаживаете обычные для вашего региона растения, еще и районированные сорта, смело можете это делать осенью. Ну и, наконец, третье. Проанализируйте состояние самого саженца. Насколько он сильный, насколько он слабый, насколько он вырос, а насколько он не вырос. Посадите слабый саженец, можете свести к нулю всю вашу работу за сезон. Погубите саженец. В общем, желаю вам правильных решений. Всего доброго.